Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот таких очаровательных лошадок крючком. Можно сделать лошадку-каталку и лошадку-качалку. Обе они хорошо стоят самостоятельно. Так, вот видите, на столе. Можно также повесить на елочку или еще куда-то, как домашний декор. Сделала подвесочку вот на одну лошадку я прикрепила. Не сказала бы, что такие лошадки вязать очень быстро. Ничего сложного нет, но нужно запастись временем, терпением. И получится вот такие очаровательные лошадки у нас с вами. Давайте рассмотрим поближе. У этой лошадки я пришила пуговички деревянные. Вот нам понадобится также пряжа, крючок. Про это я скажу чуть позже. Глазки, бусинки. У меня глазки на безопасном креплении. Нитки двух цветов. Так, и холофайбер для набивки. Ну, конечно, ножнички, иголка для сшивания. Нам нужно будет пришить гриву, хвостик, пуговички, ушки, животик тут будем. Но все в этом видео подробно разберем ряд за рядом. Я думаю, с такой лошадкой справится и начинающий вязальщик. Ничего сложного здесь нет. Достаточно уметь вязать столбики без накида и для гривы столбики с двумя накидами. Ну и, конечно же, цепочка из воздушных петель. Описание этих лошадок я взяла из интернета. Вот, решила связать таких лошадок и поделиться с вами, как я это делаю. Если вам нравятся такие лошадки, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно, это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео и вяжете вместе со мной. Я думаю, такие лошадки станут хорошим подарком детям, взрослым, как сувенир какой-то, как игрушку на елочку можно использовать, можно как дополнение к подарку подарить, ну или просто идете в гости, вот принесли такую лошадку, посмотрите, как это мило. Вязать сегодня я буду из ниток Alize Lana Gold. Это полушерсть в 100 граммах 240 метров. У меня вот такой остаток. И его как раз хватит на лошадку. Так, крючок буду использовать 2,5 миллиметра. И размер такой лошадки у меня получился. Давайте от макушечки 12 сантиметров, ну как померить, 7 сантиметров. Ну, примерно смотрите, как. Вот такая лошадка. У вас, конечно же, будет свой размер. Это зависит от выбранной пряжи, крючка, плотности вязания. Но я буду вязать вторую лошадку таким же размером. Итак, делаем скользящую петлю. Воздушная петля подъема. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Это у нас первый ряд. Начинаем вязать с макушечки. Сначала свяжем голову. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Мы с вами будем вязать по спирали. Будем делать следующий столбик в начальный столбик. Без накида соединительных столбиков мы провязывать не будем. И чтобы нам отметить начало ряда, я предлагаю использовать вот такую нить контрастного цвета. Можно маркер какой-то повесить на петлю последнюю. Ну, давайте вот так в этот раз, потому что ряды у нас будут заканчиваться быстро, и мы не будем терять времени на перевешивание маркеров.
Так, вяжем второй ряд. В первый столбик провязываем прибавку 2 столбика без накида, и в каждый столбик первого ряда провязываем. Так, туго провязала первую петлю, сейчас я справлюсь. Вот так. Провязываем по 2 столбика без накида. Итого у нас получится 12 столбиков. Второй. Теперь в следующий столбик делаем прибавку, третий, четвертый. В следующий пятый, шестой. Седьмой, восьмой. В следующий столбик. Далее 9, 10 прибавочка у нас. И 11, 12 в последний, в шестой столбик. 11, 12. Второй ряд у нас готов. Ниточку перекидываем и начинаем вязать третий ряд. Нам в этом ряду также нужно будет сделать 6 прибавок, но делать их мы будем через один столбик. Итак, в следующий столбик провязываем 1 столбик без накида, во второй столбик прибавочка 2 столбика. В следующий 1, прибавка 2 столбика. Так вяжем до конца ряда, и у нас в третьем ряду получится 18 столбиков. Давайте довяжем самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда. Это у нас уже первый столбик. Также перекидываем ниточку и начинаем вязать четвертый ряд. В этом ряду мы будем вязать прибавки через 2 столбика. Итак, в следующие 2 столбика по одному. 1, 1. В третий столбик прибавочка 2 столбика. Далее 1, 1 по одному столбику. В шестой столбик прибавочка 2 столбика. Продолжаем вязать самостоятельно, и в этом ряду у нас получится 24 столбика. Провязали четвертый ряд. Вяжем пятый. В этом ряду мы в каждый столбик провязываем по одному столбику. Здесь мы не делаем прибавок. И у нас также получится 24 столбика без накида. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Пятый ряд у нас готов. 24 столбика без накида. Вяжем шестой ряд. Здесь мы будем делать прибавки через 3 столбика. Давайте начнем с прибавочки. В следующий столбик делаем прибавку в первый. 1 и сюда же второй. В следующие 3 столбика по одному. 1, 1, 1. Далее прибавка. 2 столбика без накида в один столбик, и в следующие 3 также по одному. Продолжаем вязать самостоятельно. У нас получится 30 столбиков без накида. Провязали последние 3 столбика после прибавки. Шестой ряд у нас готов. Вяжем 7, 8 и 9 ряд. 3 ряда по 30 столбиков без накида. Здесь у нас нет никаких ни прибавок, ни убавок. Вяжем 3 ряда по 30 столбиков. Давайте провяжем самостоятельно. Отмечаем каждый ряд, не забываем начало ряда, чтобы не промахнуться и не провязать лишнего. Встречаемся в конце 9 ряда. Итак, мы с вами провязали 9 рядов. Вот такая получается уже чашечка. Вяжем 10 ряд. Провязываем в каждый столбик
по столбику без накидов. Нам нужно провязать 20 столбиков сейчас. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем так 20 столбиков и встречаемся. 19, 20. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 10 столбиков мы пропускаем. И вяжем 11 ряд. Давайте отсчитаем. Нам нужно сейчас провязать столбик без накидов. Первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот в первый столбик предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Все, макушка у нас готова. Сейчас будем вязать саму мордочку. Пойдем вот вниз. Итак, вяжем еще 19 столбиков. Первый мы уже провязали. И еще 19. 2, 3, 4, 5, 19, 20. Подошли к цепочке из 4 воздушных и в каждую петлю по цепочке провязываем по столбику без накида. Первый, в следующую воздушную петлю второй, в третью петлю по цепочке третий столбик без накида и в последнюю петельку четвертый столбик. Все, 11 ряд у нас готов. У нас получилось 24 столбика, 20 по кругу и 4 по цепочке. Вяжем 12, 13 и 14 ряд. Нам нужно провязать сейчас 3 ряда по 24 столбика без прибавочек. Также давайте пометим. Ну, здесь видно, вот где у нас первый столбик. Даже, наверное, помечать не надо. Вот, начиная с этого столбика, вяжем 24 столбика. Вяжем эти 3 ряда самостоятельно и встречаемся в конце 14 ряда. Итак, мы с вами провязали 14 рядов, 24 столбика без накида. И теперь на данном этапе нам удобно ставить глазки. Как мы это делаем? Вот складываем нашу деталь пополам. Здесь у нас будет шея, это мордочка. И теперь находим середину. Все ровненько у нас. И между 13 и 14 рядом, вот у нас желобок, отсчитываем 5 столбиков в эту сторону, 5 столбиков с обратной стороны. Между глазками у нас должно быть 10 столбиков. Вот серединка. Так. Все ровненько, аккуратненько. Один столбик. Сейчас я вот с этой стороны пока буду считать, так будет удобнее. Так, вот центр. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда вставляем первый глазик, вот в эту промежуток. У меня глазки на безопасном креплении вот такие. Можно пришить бусинки, бисеринки или просто вышить черной ниточкой узелки. Это кому как больше нравится. Но у меня есть такие глазки, я воспользуюсь. Так, плотно провязала. Сейчас дырочку немножечко тут вот так расхлябаю. Растяну. Так, вставляем первый глазик. Аккуратненько, чтобы он
насквозь не прошел. Вот так. Угу, все хорошо. Пока я не буду делать закрепочку, сейчас посмотрю, ровненько у меня все получилось. Теперь отсчитываю в обратную сторону 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот после 10-го столбика вот сюда в промежуток вставляю второй глазик. Глазки крепятся при помощи вот таких шайбочек. Это глазки на безопасном креплении. Вот так. Сейчас посмотрю, как это у меня тут аккуратненько все, чтобы не был один глазик выше, другой ниже. И ставлю заглушки. Все, глазки установили. И теперь, начиная со следующего ряда, будем делать убавки. Вяжем 15 ряд. В следующие 4 столбика вяжем по одному столбику. Два, три, 4. И теперь делаем убавочку. Вставляем крючок в следующий столбик, вытянули нить, 2 петли на крючке, вставляем крючок в следующий столбик, вытянули нить, 3 петли на крючке, закрываем, провязали убавочку. Далее 3 столбика по одному. Здесь такая кропотливая работа, все нужно делать аккуратненько, чтобы все столбики были ровненькие. Провязали 3 столбика и снова делаем убавочку. Вытянули в следующий столбик, вытянули, вторую убавочку провязали. Теперь снова 3 столбика по одному. Делаем третью убавочку. Вытянули, вытянули, закрыли. И в оставшиеся 8 столбиков провязываем по столбику. Тут аккуратненько еще глазки у нас, чтобы не повредить. Можно глазки пришить потом в конце работы, когда наша лошадка уже будет готова, набита. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Чтобы лошадка была посмешнее, можно глазки вот так пришить как-нибудь впереди, близко друг к другу их посадить. Но это уже как вам больше нравится. Все, 15 ряд у нас готов. У нас получилось 21 столбик без накида. Вяжем 16 ряд. В
Следующие 4 столбика также по одному столбику. Один, два, три, 4. Далее идет убавка. Вытянули, вытянули, закрыли. В следующие 2 столбика по одному. Далее убавочка. Следующие 2 по одному столбику. 1, 2. И снова делаем убавка. У нас идет 3 уже. И в последние, в оставшиеся 7 столбиков по одному столбику. Итого у нас получится 18 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Все, 16 ряд у нас готов. Наша мордочка сужается. В 17 ряду провязываем 18 столбиков без прибавок и убавок. Вяжем 18 столбиков. Давайте отметим на всякий случай, вдруг что-то нас отвлечет и потеряемся. Все, вяжем 18 столбиков и встречаемся. Готово. Вяжем 18 ряд. В этом ряду нам нужно сделать 6 убавок. Итак, в следующий столбик вяжем столбик без накида. Один. Далее убавка. Убавочки будем делать через один столбик. Вы поняли первую убавку. В следующий столбик, столбик без накида. Далее снова идет убавка. Потуже я затягиваю всегда. В следующий столбик без накида. Все, чередуем. Столбик, убавка, столбик, убавка. И у нас получится 12 столбиков всего. Выполнили последнюю убавочку. 18 ряд у нас готов. Вяжем последний 19 ряд. На каждых 2 столбиках нам нужно сделать по убавке. Итого у нас будет 6 убавок. Первая убавка. Вяжем потуже. Так, на следующих 2 столбиках вторая убавка. Переходим к следующим 2 столбикам. Также делаем 3-ю убавочку. Давайте еще 3 убавки сделаем самостоятельно. Итак, выполнили 6 убавочек. И всегда в последний столбик, вот в следующий столбик я делаю соединительную петлю. Хвостик можно отрезать, оставляем его подлиннее, чтобы этим хвостиком нам стянуть мордочку потом при помощи иголочки. Все, мордочка у нас готова. Аккуратненько зашьем. Сейчас вот так затянем наше отверстие. Сейчас можно наполнить, пока это удобно,
холофайбером мордочку и будем вязать с вами шею. Эту нитку маркер можно вытянуть. Все. Ну вот, мы с вами провязали мордочку, затылочек. Сейчас будем вязать шею. Итак, делаем начальную петлю и присоединяем нить. Вот 10 столбиков, которые мы с вами пропускали, и 4 петли, цепочка. Так, прикрепляем нить. Присоединяем к первому столбику свободному. Вытянули рабочую нить, 2 петли на крючке. Закрываем. Провязали первый столбик. Без накида, хвостик потом в середину спрячем. И в каждый столбик провязываем по столбику. Без накида 10 по кругу и 4 по цепочке. Итого получится 14 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, в последний столбик 10. Переходим к цепочке. Вот вяжем шейку внизу мордочки. Так, нам нужно провязать 4 столбика, свободные дольки. Первый, в следующую петлю второй, вяжем также потуже, чтобы у нас не было отверстий. В следующую петлю третий. Так. И в последнюю, в четвертую петлю, последний 14 столбик. Так, это у нас 11 ряд шеи. Здесь мы вязали 11 ряд, уже у нас он шел на мордочку. Сейчас после вот этого 10 ряда макушки это 11 ряд. Так, готово. Вяжем 12 ряд в первую петлю, начиная с первой петли. Так, хвостик нам тут еще мешает. Вот этот начальный столбик, в него провязываем первый, в следующие 3 столбика. Так, подтянем еще потуже тут. Второй, третий, четвертый. Далее идет прибавка, 2 столбика. В один столбик 1 и сюда же второй столбик. В следующие 7
одному. Давайте провяжем их самостоятельно, мне не очень удобно под камерой. Провязали 7 столбиков. Далее идет прибавка 2 столбика. И в последний, в 14 столбик провязываем 1 столбик. Сейчас делаем прибавочку. Первый, сюда же в этот столбик. Второй и в последний 14 1 столбик. Так, 12 ряд у нас готов. У нас получилось 16 столбиков. Мы сделали 2 прибавки в этом ряду. Все, 13 ряд вяжем без изменений, провязываем 16 столбиков без прибавок. Вяжем 16 столбиков самостоятельно по кругу. Все, шея у нас готова. Можно также немножечко набить еще холофайбера в макушку. И сейчас мы приступаем к провязыванию спинки и туловища. Итак, вяжем 14 ряд. Продолжаем вязать, и счет у нас продолжается. Сейчас желательно отметить начало ряда, чтобы не запутаться. Вяжем 6 столбиков. Следующие 6 столбиков по одному столбику. Также продолжаем пока вязать по кругу. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Подошли вот сюда к загревочку. Теперь набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цепочку не туго набираем. И во вторую петлю от крючка 1, 2 провязываем 2 столбика. Первый и сюда же второй. И в оставшиеся петли провязываем по столбику без накида. 1, 2, по цепочке спускаемся снова к голове. 3, 4, 5. И теперь снова вяжем по кругу. Продолжаем вязать в оставшиеся 10 столбиков по столбику без накида. Так вяжем до конца ряда, до маркера. Третий. И еще 7 столбиков. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Подходим к маркеру. Вот что у нас получается. Такая спинка уже у нас, начало спинки. Сейчас будем обвязывать по кругу и обвязывать вот эту цепочку. Вяжем 15 ряд. В следующие 11 столбиков также сейчас отмечу этот столбик, чтобы не потеряться. Начало ряда у нас не пропустить. Следующие 11 столбиков провязываем по столбику. 1, 2, тут даже не в столбике, а тут по цепочке у нас будут 3, 4, 5, 6. Следующий столбик. Тут не столбик, а уже в петлю на цепочке. 7. В следующую петлю 8. 9. Следующую 10 и 11.
Провязали 11 столбиков, далее идет прибавка в следующую петлю. Первый столбик и второй сюда же, прибавочка. В следующую петлю 1 столбик. Так, чтобы не рассвоилось. Вот так. То нитка рассваивается. Дальше прибавка. Здесь у нас уже столбик. Вот в этот столбик прибавочка. 2 столбика. Все, и теперь до конца ряда у нас осталось провязать 15 столбиков. Вяжем по цепочке и по кругу 15 столбиков и подходим к отмеченному столбику, к маркеру. Итого у нас получится по кругу 32 столбика всего в этом ряду, в 15. Вяжем. 15 ряд готов. 32 столбика по кругу. Вяжем 16 ряд. Провязываем 11 столбиков. Прибавка. 1 столбик. Прибавка. 1 столбик. И следующие 16 столбиков по одному. Итого у нас получится 35 столбиков без накида. Всего 3 прибавочки делаем в 16 ряду. Вяжем самостоятельно. 11 прибавка. 3 прибавочки делаем через 1 столбик и потом еще 16 столбиков. Провязали 16 ряд. Вяжем 17. Делаем 13 столбиков без накида. Прибавка. Далее 2 столбика без накида, прибавка. Снова 2 столбика, 3 прибавка. И в оставшиеся 15 столбиков провязываем по 1 столбику. Итого получится 38 столбиков в ряду. 17 ряд у нас готов. 38 столбиков по кругу. Вяжем 18 ряд. Давайте провяжем его вместе. Также делаем отметку, где у нас начинается наш ряд. В первые 6 столбиков провязываем по 1 столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Теперь прибавочка. 2 столбика. В следующие 4 столбика по 1. 1, 2, 3, 4. Прибавочка. 2 столбика в 1 столбик. В следующие 10 по 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 7, 8, 9, 10. Теперь делаем прибавочку 2 столбика. В следующие 4 по 1. 3, 4. Далее прибавочка 2 столбика.
Все, и в оставшиеся 10 столбиков по столбику. Это у нас 18 ряд, а в 19 ряду мы с вами не будем делать никаких прибавок и провяжем 42 столбика по кругу. Давайте доделаем 18 ряд и 19, 42 столбика, и встретимся в конце 19 ряда. Вот, провязали 42 столбика, 19 ряд у нас готов. В 20 ряду мы вяжем по такой схеме: 6 столбиков, 1 прибавочка, снова 6 столбиков, 2 прибавочка, далее 10 столбиков, 3 прибавочка, 6 столбиков, 4 прибавочка, и в оставшиеся 10 столбиков по столбику без накида. Итого у нас 4 прибавки, значит в ряду получится 46 столбиков. Это у нас 20 ряд. Сейчас на экране вот здесь я напишу схему, можете как шпаргалкой пользоваться. И далее, начиная с 21 ряда, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 рядов мы вяжем без прибавок и убавок, и в каждом ряду у нас будет по 46 столбиков без накида. Итак, нам сейчас нужно провязать 20 ряд с прибавками и еще 6 рядов без прибавок. Вяжем их самостоятельно и встречаемся в конце 26 ряда.